Ранее американцы сказали, что замораживают подготовку встречи лидеров стран Большой Восьмерки в Сочи, что планировалось на июнь. Мол, бойкот России, не о чем с ней разговаривать. Но если так, зачем Обама все это время позванивает Путину, да еще чуть ли не часами разговаривает с ним? 1 марта, например, разговор длился аж 90 минут. Вот и 7 марта звонил. Говорили в январе-феврале. А Обама все сидел и сидел. Допускаю, что это совпадение. Но ведь и объективно собеседник у него непростой. По опубликованным в пятницу опросам, сами американцы считают Путина куда более крепким лидером, чем Обаму. Это видно на диаграммах. Да и Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. И уж не знаю, совпадение ли, но вот позвонил Обама Путину 21 января. Наверное, опять пытался как-то давить. А на следующий день, буквально 22 января, в официальном печатном органе правительства России появляется статья, где вполне доходчиво разжевывается, как работает наша система гарантированного ядерного возмездия «Периметр». В США ее прозвали «Dead Hand» – «Мертвая рука». Вообще советую почитать. Суть в том, что даже если люди во всех наших командных пунктах после вражеской атомной атаки замолчат, неуязвимая система автоматически отправит в полет наши стратегические ракеты из шахт и из подводных лодок в правильном направлении. Найдите сами, это публикация на сайте российской газеты от 22 января. Крайне интересно. Система «Периметр» в поиске. С тех пор Обама стал звонить Путину чаще, а сидеть больше. Случайность? Так или иначе, а прямого боестолкновения Обама с Россией не хочет. Тем временем главы наших дипломатий Сергей Лавров и Джон Керри всю пятницу вели переговоры в Лондоне. По итогам переговоров разногласия и серьезные сохранились. Но встреча все же, по словам Сергея Лаврова, была полезной. По крайней мере, на итоговой пресс-конференции Лавров выразил надежду, что западные партнеры рано или поздно поймут: Крым – случай, который не может рассматриваться изолированно от истории. Есть ли прецеденты в международном праве, нет ли прецедентов? Они, кстати, есть. Все понимают, и это я ответственно заявляю, что Крым для России, что значит Крым для России, и что он значит неизмеримо больше, чем Коморы для Франции или Фолкленды для Великобритании. Есть такое государство, как Коморские острова, где в конце прошлого века проходил референдум по вопросу о независимости от Франции. И один из островов высказался против. И по этой причине Франция настояла на пересчете голосов таким образом, чтобы учитывалось не общее количество проголосовавших жителей Коморских островов в целом, а каждого острова в отдельности. И на этом основании остров Майотта остался в составе Франции. Что это было, аннексия или самоопределение, я не знаю. ООН и Африканский Союз не признали такого решения Франции, но Евросоюз спокойно с этим жили.